break, little break. Did we switch? I switched on. Okay. I switched on. I'm not for sure for you. Yeah. No. I'm professional. Yes. Yes. Всем привет! Сегодня во времени удивительных историй Дэйн Ловрен, бывший защитник «Зенита», по совместительству лучший защитник этого мира, по версии самого Дэйна Ловрена. Дэн, hi. Hello. Итак, здесь 10 карточек с именами людей, которых ты знаешь очень хорошо. Правила простые. Тянешь карточку, читаешь имя и рассказываешь историю об этом человеке, которую никто не знает. Которую никто не знает? Только ты и этот человек. Okay. Ивица Олич. Твой бывший босс? Да, мой бывший босс. Рабочая лошадка. Он был рабочей лошадкой, всегда работал над собой. Я же с ним играл в сборной. После того, как он перестал играть, он был ассистентом в сборной Хорватии. Первая мысль, которая приходит в голову, это спортзал. Он часто туда ходил? Всегда. Ты сказал, рабочая лошадка? Как помощник тренера тоже? Да, всегда много работал, уделял внимание деталям. Мне нравится его страсть к футболу. Он в свое время играл в ЦСКА. Знаешь, как называют болельщиков ЦСКА? Нет. Кони. Ну вот, видишь? Давай дальше. О, Юрген Клопп. Была такая история. Моя дочь заболела. В итоге она оказалась в больнице. Я себе места не находил, очень нервничал. И что он сделал? Я этого никогда не забуду. Он дал мне неделю отдыха, чтобы я поехал к своей дочери. Это что-то особенное. Никому об этом не рассказывал. А он всегда был близок к игрокам? Потому что, знаешь, некоторые тренеры любят держать дистанцию. Именно поэтому Клопп на вершине, а остальные тренеры там, где они есть. Все просто. Конечно, он очень серьезно относится к футболу, но вместе с тем у него совершенно потрясающие человеческие качества. У него большое сердце. Продолжаем. Мне все тянуть? О, мой друг Анатолий Тимощук. Что я могу сказать? Однажды я отправил ему пару моих бутс. Он очень хотел мои бутсы. Хотел в них тренироваться. Это было в «Зените»? В «Зените». И на следующий день он вышел на тренировку в них. А я знал, что это не его размер. Я знал это. У него размер побольше. И ему было так неудобно. Кажется, его пальцы были такими. Но, конечно, он не говорил об этом. Было весело. А почему твои-то? Потому что он сказал... Он так шутил. Типа, мне нравится твоя техника. Намекал, что никакой техники у меня нет. Шутка такая, понимаешь? Но он уже попросил меня о новой паре. И эта пара была уже нормальной? Да, большого размера. Я пока еще не отправил, но сделаю это. Так это эксклюзив. Теперь он узнает. Артем Дзюба. Я даже не знаю. Не знаю, есть ли что-то... Есть, конечно, истории, но я не могу их рассказывать. Вот в чем проблема.
Не могу рассказывать такое. Нет, не могу. Это смешно, это очень смешно. Но не для всех. Потому что Артем иногда реально сумасшедший. Иван Ракитич. Даже не знаю. Не так много историй. Мы играли много-много лет в сборной. У него был рекламный контракт с одной шоколадной фабрикой в Хорватии. Он был лицом этой компании. У них были разные торты и все такое. И мы как-то ехали со сборной на автобусе. Остановились на какой-то заправке. И увидели там печенье, которое Ракитич рекламировал, с его фоткой. И я ждал, что он скажет: «Берите, ребята, угощайтесь, вам бесплатно». Но он этого так и не сказал. За все пришлось заплатить. Почему? А я не знаю, он сказал, что они не так много ему платят. Сергей Симак. Было ли что-то... Даже не знаю. Знаешь, если смотреть на Сергея Симака со стороны, кажется, что он просто идеальный парень. Что у него нет никаких недостатков. Да, он отличный человек, очень классный. Он хороший человек, хороший парень, хороший тренер. А по поводу истории, что я могу сказать? Однажды он попросил меня футболку Мо Салаха для его ребенка. И об этом я тоже никому не рассказывал. И ты достал? Конечно. Для тренера ты должен делать все. Только потому, что он босс? Да. И последнее. Последний и самый лучший. Мо Салах. Мне кажется, у тебя много историй. Да, историй много. Однажды мы поехали выпить кофе в Starbucks. Мы были на машинах. И он проехал вперед меня, а я ехал за ним. И он сказал: «Кофе с меня, угощаю, я заплачу». И он поехал первым. Заказал кофе. Я подъезжаю. Говорю: «Привет, мне двойной эспрессо» или что-то такое. А девушка такая: «Окей, но вам надо заплатить». И я в шоке. Но парень передо мной сказал, что заплатит. Нет, он сказал, что вы заплатите за оба кофе. В общем, он меня оставил платить. Спасибо, Дэйн, за время. Без проблем. Увидимся. Спасибо.